Привет, друзья! Сегодня приготовим восхитительно вкусный пирог с грушами и кремом суфле. Начнем с груш. Нам понадобится примерно 500-600 грамм. Я взяла 4 крупные груши, удаляем плодоножки и сердцевинки. У меня груши плотные, сочные и сладкие. После этого нарезаем груши на крупные кубики. Для этого пирога можно также использовать другие фрукты, яблоки, сливы или абрикосы. Груши подготовили, нагреваем сковороду. Растапливаем кусочек сливочного масла, 15 грамм. И всыпаем нарезанные груши. Добавляем сахар 40-50 грамм, в зависимости от сладости ваших фруктов. Готовим на среднем огне, периодически помешивая, примерно минут 10. Пока груши остывают, сделаем основу для пирога. Просеиваем муку 250 грамм и разрыхлитель для теста 1 чайную ложку. Для баланса вкусов добавим щепотку соли. Обязательно холодное масло 100 грамм обвалять в муке и натираем на крупную терку. Быстрыми движениями перетираем масло с мукой до образования крошки. Друзья, большое спасибо за вашу поддержку и доверие и подписку на мой канал. Далее отдельно смешиваем 50 грамм сахара и 2 желтка. Яичные белки никуда не деваем, ставим их в холодильник, они нам понадобятся позже. Добавляем щепотку ванилина для аромата. В крошку вливаем желтки с сахаром. Все быстро перемешиваем, это удобно делать вилочкой. Крупные кусочки можно растереть руками. Дно формы 22 см, можно 20 см. Застилаем пергаментом и выкладываем в форму большую часть крошки. Выкладываем не всю, оставляем примерно 3 столовые ложки, она нам понадобится позже. Оставшуюся крошку лучше убрать в холодильник. Формируем основу для нашего пирога. У него также будут бортики. Формируем не слишком высокие, примерно 2 см. Готовую основу убираем в холодильник на 15-20 минут. Холодные белки перемещаем в емкость для взбивания и сначала взбиваем на маленькой скорости миксером. Примерно 1-1,5 минуты. После скорость постепенно увеличиваем. Через 3-4 минуты из белков получается уже хорошая пена, и только тогда мы начинаем вводить сахар постепенно, 40 грамм. Я взбиваю белки всего 5-7 минут, до устойчивых пиков, когда появляется блеск и пена уже не течет. Видите, я переворачиваю емкость, и белки не выпадают. Отлично, теперь добавляем сметану, у меня 15%, 350 грамм, можно заменить на густой йогурт. Также всыпаю 2 столовые ложки кукурузного крахмала и все хорошо взбиваем миксером до объединения ингредиентов. Достаем песочную основу из холодильника и хорошо накалываем вилочкой дно и бортики, чтобы оно не вздувалось во время выпечки. Выкладываем на тесто подготовленные груши и равномерно распределяем их по дну пирога. Заранее включите духовку на 170 градусов. Сверху заливаем кремовое суфле. Достаем из холодильника оставшуюся крошку и равномерно распределяем ее по поверхности суфле. Видите, как все просто, а пирог получается необычайно вкусный. Самое сложное в этом рецепте будет дождаться, когда же он остынет. Ставим в духовку 170 градусов 40-45 минут.
Пирог должен остыть, потом достаем его из формы, перекладываем на блюдо для подачи. После остывания суфле немного оседает. Ничего страшного, на вкусовые качества это никак не влияет. Слегка украшаю пирог сахарной пудрой и будем пробовать. Пирог получается очень нежный и мягкий, а аромат просто не передать. Вот такая красивая вкусняшка у нас получилась. Прекрасное сочетание рассыпчатого песочного теста, ароматных сочных груш и нежного воздушного, как облачко, суфле. Просто объедение. Друзья, надеюсь, вам понравился рецепт такого вкусного пирога. Поделитесь, пожалуйста, этим видео в своих социальных сетях. Жду ваших комментариев, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. Всем приятного чаепития, до новых встреч!